Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы окунемся в мир вулканов, тех гигантов, которые скрывают в себе невероятную мощь и разрушительный потенциал. Вулканы — это не просто геологические образования. Они являются свидетелями истории нашей планеты и источниками природной красоты, но в то же время могут представлять серьезную угрозу для жизни и экосистемы. Огненные реки лавы, облака пепла, взрывы способны изменить ландшафт за считанные минуты. Везувий, Йеллоустоун, Сакурадзима, Котопахи. В этом видео мы познакомим вас с самыми опасными и страшными вулканами на Земле. Назвать один самый опасный вулкан в мире мы не можем, так как уровень опасности зависит от многих факторов. Однако мы собрали 10 самых мощных вулканов, чтобы рассказать вам о их разрушительных извержениях и о том, как они влияли на жизнь людей. Но перед тем, как начать, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали! Везувий, Италия. Если говорить о континентальной Европе, то легендарный Везувий считается последним активным вулканом. Он представляет постоянную опасность для окружающих городов, ведь спящий гигант может неожиданно проснуться и превратиться в настоящий кошмар наяву. А ведь густонаселенный город Неаполь находится всего в 15 километрах от действующего вулкана. Вулкан Везувий появился примерно 25 тысяч лет назад в результате столкновения двух тектонических плит. За всю историю наблюдений он извергался не менее 80 раз. Последнее крупное извержение Везувия произошло в 1944 году. Фонтан лавы достигал высоту 800 метров. Однако одним из самых известных за всю историю является извержение Везувия в 1979 году. Оно воплотило в себе все, чего мы боимся в вулканах. Тогда пепел накрыл 4 древнеримских города – Помпеи, Геркуланум, Аплонтис и Стабио. Предполагается, что тогда погибли более 16 тысяч человек, но, несмотря на смертельную опасность, люди селились у подножья Везувия с незапамятных времен и продолжают делать это и в наше время. Сакурадзима, Япония. Сакурадзима расположен на полуострове Осуми, возле уютного городка Кагасима. Мощный вулкан одновременно является как достопримечательностью города, так и главной его угрозой. Давайте обратимся к истории. В прошлом вулкан доставил местным жителям немало бедствий, взрываясь мощными извержениями в 708, 764, 1471, 1779 и 1946 годах. Однако самое масштабное извержение японцы наблюдали здесь в январе 1914 года. До этого события Сакурадзима был островом, но потоки лавы, вырвавшиеся на поверхность, соединили остров с полуостровом Осуми. К счастью, тогда почти все жители ближайших поселений сумели эвакуироваться, спасаясь от землетрясения, предшествовавшего извержению. Тем не менее, было 48 жертв, и в наши дни Сакурадзима ежедневно выбрасывает в воздух клубы дыма. Возможно, вы удивитесь, но это не пугает местных жителей. Это слишком слабая активность, чтобы серьезно навредить. Вот только окрестности постоянно покрываются пеплом, а небо затягивается облаками. Также поблизости вулкана установлены бетонные укрытия на случай активизации вулканической деятельности. Мерапи, Индонезия. Вулкан Мерапи расположен в Индонезии на острове Ява. Его название переводится как «гора огня». И оно полностью оправдано, ведь вулкан действующий, и на его вершине часто виднеется дым. А всего в 30 километрах от вулкана располагается старинный городок Джокьякарта. Представляете, какой ужас наводит на туристов такая картина? Хотя это их не останавливает, а дымит вулкан почти каждый день. Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие – примерно 2 раза в год. Считается, что около 1000 лет назад в результате извержения Мерапи перестало существовать богатое древнее царство Матарам, занимавшее тогда центральную и восточную Яву. Одно из самых трагических извержений произошло в 2010 году. Несмотря на то, что были эвакуированы около 350 тысяч человек, катастрофа унесла 353 жизни. Тем не менее, рядом с Мерапи постоянно живут люди. Дело в том, что население занимается сельским хозяйством, а сдобренная пеплом почва очень плодородна. Попокатепетль, Мексика. Теперь давайте перенесемся в Мексику. Здесь, в часе езды от столицы, расположена вторая по высоте гора в стране и по совместительству действующий вулкан Попокатепетль.
Но еще ближе находится город Пуэбло, в котором проживает 2 миллиона человек. Попа, как уменьшенно называют вулкан вулканологи и местные жители, активный полигенный вулкан, которому насчитывается 23 тысячи лет. До 1994 года авиационные маршруты проходили прямо над кратером вулкана. И ни у кого и мысли не было, что маршруты надо менять, потому что вулкан начнет регулярно выбрасывать пепел на высоту полета самолетов. А с 1994 года Попокатепетль находится в той фазе активности, когда выбросы – обычное явление, но при этом значимого риска для населения нет. Ученые даже не называют такие выбросы извержениями. Однако, глядя на общую картину, сложно сохранять спокойствие, ведь масштабное извержение Попокатепетля – вопрос времени. Сент-Хеленс, США. Сент-Хеленс – стратовулкан, расположенный в Тихоокеанском северо-западном регионе США. Он является частью каскадного хребта и находится в штате Вашингтон. Когда-то гора Сент-Хеленс была величественной вершиной симметричной формы конуса. Однако 18 мая 1980 года произошло мощное извержение, которое стало самым разрушительным за всю историю США и радикально изменило его внешний вид. Местные власти, казалось бы, все предусмотрели. Из ближайшей к горе зоны была произведена эвакуация. Но предсказать дату извержения и, главное, его силу так и не смогли. В результате схода лавины в тот день погибли 57 человек. Процесс извержения вулкана и распространения облака пепла был заснят фотографом Робертом Ландсбургом, который погиб, но сохранил пленку. В результате извержения высота вулкана уменьшилась на 400 метров. После этого случая он просыпался еще несколько раз. К счастью, тогда все обходилось без человеческих жертв. Сейчас вулкан опять спит, набирается сил. Йеллоустоун, США. Кто бы мог подумать, что на территории известного национального парка США дремлет опасный вулкан. Почти половина территории парка расположена в кальдере спящего супервулкана, последний раз просыпавшегося более 600 тысяч лет назад. Казалось бы, вулкан спит, чего переживать. Но воронка не заснула навсегда. Вулканическую кальдеру размером 72 на 55 километров разглядели в 60-х с помощью спутников. Позже выяснилось, что под ней огромный магматический очаг. Здесь постоянно фиксируются подземные толчки, а гейзеры сердито плюются фонтанами горячей воды и пара. Кроме того, Йеллоустоун – супервулкан, который при извержении выбрасывает более 1000 кубических километров лавы и пепла, что может глобально изменить климат на планете. Если он проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. В среднем Йеллоустоун извергается каждые 725 тысяч лет. Исходя из этого, до следующего события 100 тысяч лет. Однако вулканы так не работают. Суперизвержения в принципе редки, но временные интервалы распределяются неравномерно. На самом деле Йеллоустоун – не что иное, как дремлющая бомба, внезапный взрыв которой запросто может стереть с лица Земли западную часть США, а то, что останется, утонет в пепле. Более того, вулканический пепел настолько заполнит атмосферу, что перекроет солнечный свет, континент замерзнет и погрузится в темноту. Кракатау, Индонезия. Кракатау расположен в Зонском проливе между островами Суматра и Ява. Добраться до него можно только по воде. Кракатау – активный вулкан-убийца, один из самых известных вулканов Индонезии. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 году стал одним из самых мощных и смертоносных извержений в текущей истории планеты. Тогда погибло порядка 40 тысяч человек. Было разрушено большое число населенных пунктов, ультразвуковая волна несколько раз обогнула Землю, а большая часть острова Кракатау была уничтожена. На месте вулкана Кракатау образовалось несколько островов. На одном из них вулкан Анак-Кракатау, Дитя Кракатау. Вулкан по-прежнему активен. Небольшие извержения силой в 1-2 балла по шкале вулканической активности происходят регулярно. Последнее же крупное извержение прошло в 2018 году. Тогда возникшее цунами унесло жизни не менее 429 человек. Мауна-Лоа, Гавайи. Название этого величественного обитателя Гавайских островов переводится как «длинная гора». Что вполне логично, ведь под этим огромным чудовищем бурлит лавы больше, чем под любым другим вулканом. Смотрите сами, его высота 4169 метров. Но если принять во внимание, что магма поднимается со дна моря, то общая длина превысит Эверест.
Впечатляет, не правда ли? К счастью, Мауна-Лоа относится к щитовым вулканам. Для этого типа характерны не резкие взрывы, а постепенное излияние жидкой лавы. Такой своего рода нежный гигант. Последнее извержение Мауна-Лоа произошло в 2022 году. До этого момента вулкан спал почти 40 лет и проявлял активность лишь в 1984. Оба раза обошлось без жертв и разрушений. Так почему же Мауна-Лоа пополнил список самых опасных вулканов в мире? Оказывается, что за многие тысячелетия на склонах этой горы образовались глубокие линии разлома. Если случится обвал и, как следствие, массовый оползень, все это может вызвать мега-цунами. Майон, Филиппины. Вулкан Майон, имеющий уникальную конусообразную форму, находится на острове Лусон. Майон признан одним из самых непредсказуемых среди 24 действующих вулканов страны. Это самый активный вулкан на Филиппинах, извергавшийся более 50 раз за последние 400 лет. Крупнейшая трагедия случилась в 1814 году, когда погибло более 1200 человек. В 1993 году еще одно извержение привело к гибели 79 человек, а в 2013 году в результате извержения погибли 4 немецких альпинистов и их гид. Вулкан никогда не спит и переходит от низкой фазы активности к фазе интенсивного извержения. Население близлежащих городов всегда начеку и готово эвакуироваться. В 2018 году фонтан лавы поднимался над кратером на высоту в 700 метров, но жители успели увести на безопасное расстояние. По словам экспертов, предгорье Майона давно объявлено опасной зоной, в которой запрещено проживать. Тем не менее, там остаются потомки тех, кто поколениями жил на этих землях. Сегодня им также угрожают камнепады, оползни и выброшенные из жерла с огромной силой осколки. Котопахи, Эквадор. Южноамериканская страна Эквадор является домом не одного десятка вулканов. Однако именно Котопахи считается одним из наиболее опасных вулканов как в Эквадоре, так и в мире. Более того, он самый высокий из активных вулканов. Его высота составляет 5911 метров. Поэтому даже в условиях экваториального климата вершина покрыта снегом и ледниками. История его сейсмической активности достаточно бурная. Первое засвидетельствованное извержение Котопахи датируется 1534 годом. С тех пор он извергался десятки раз. Последний раз был в 1877 году, а затем он вошел в свой 124-летний период покоя. В 2001 году произошли изменения в поведении вулкана, и некоторые признаки активности были зафиксированы снова. В 2015 году была повторно обнаружена активность. В целом вулкан извергается каждые 100 лет или около того. В любом случае предугадать точную дату невозможно, а так как Котопахи расположен в непосредственной близости от густонаселенных районов, то он представляет серьезную угрозу для более чем 300 тысяч человек. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Как вы считаете, насколько серьезная угроза жизни и безопасности людей исходит от вулканов? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях.